10 июля. Пришло время убирать лук, который сажали весной сеянкой на репку. Ну, в принципе, неплохой урожай так в этом сезоне. Вполне луковицы. Не сказать, что крупные, средненькие выросли. Ну и вот в каком состоянии мы лук убираем. Видно, что лук уже достаточно давно полег. Конечно, когда он сильно зеленый, мы его не дергаем. Но сейчас видно, что уже некоторый вот такой вот сухой практически. Но остальное высыхающее. Вот такое вот есть. Ну, примерно в таком виде и убираем. В общем-то, это основной критерий у нас. Не даты никакие, а именно конкретно состояние лука. То есть уже сам лук сейчас показывает, что зелень его уже мало что дает луковицам. Но и от зелени просто уже отойдет в луковицу. Да. Уже мы его повыдергиваем, уже он при дозаривании, вот это здесь какие вещества питательные есть, уже пойдут луковицы. Ну, уже очевидно, что слишком много вот это все не даст. Так что самое время заниматься уборкой. Сейчас видно, что, в общем-то, такой ботвы у лука, которая именно осталась еще стоять практически, ну и нет, ну вон одна, разве что вторая там. Да, здесь вот. Единственная, да? Вот это вот. Ну, хорошая луковица выросла. Да, такой лук. Да. Ну вот это еще торчит. Но она слишком толстая, чтобы лечь просто. А так вот рядом здесь и сухой практически полностью уже есть, высохший. И, кстати, легко вытаскивается, думаю, копать не будем. Ну-ка. Да. За сами луковицы справимся вполне. Стараюсь как можно ближе вот сюда, к основанию, чтобы не оторвать зелень, не повредить лук. Да. И вот так мягко тяну. Шейки лука, если повреждается, он потом плохо хранится. Да. Заражается шейковой гнилью и так далее. Нам это не нужно. Вот если чувствую, не тянется, значит слегка пальцами помогаю. Собственно, можно, конечно, копалки, но вроде тянется отлично и так. Кстати, по этой же причине не рекомендуется лук прикатывать, чтобы полег раньше времени, потому что может повреждаться шейковой гнилью. Смотри, какая была. Сверху ничего не осталось, а луковица неплохая. Так вроде ботва маленькая, да? Вот так вот. Главное не тянуть именно за зелень со всей дури, так сказать, обрывая ее. А вот ну что, так нормально. Да, не то чтобы крупный, но именно такого размера. Да, учитывая, что сажали весной, а не под зиму, я думал, будет помельче. А он еще ничего. Да. Думаю, там есть и получше экземпляры. Так, процесс движется. Вот этот вот не вырос, да? Угу. Тихонечку. В принципе, работа такая нетрудная совершенно. Опа, красота. Да, лучок. Лучок. Мы стараемся убирать урожай лука в сухую ясную погоду. Или как минимум в периоды без капель воды на листьях. Поливы лука прекращаем примерно за неделю до уборки. И хотя рекомендуется прекращать поливы недели за 3 до сбора урожая, в нашем климате это мало применимо. Потому что весь участок, все растения, в том числе и лук, поливаются одновременно. Тем не менее, перерывы в поливах дней на 10 мы вполне можем осуществить без особых последствий для остальных растений. В крайнем случае, если нужно сделать перерыв в основных поливах, можем поддержать остальные растения кратковременными освежающими поливами, дождеванием по листьям в самое жаркое время дня, без существенного увлажнения почвы. Включаем поливалочку, брызгает дождеванием. Ненадолго, буквально на минуту, на 2, на 3. Просто чтобы на листья вода попала, охладила.
Напоминаем, что у нас сухой и жаркий регион, ростовские, луганские степи. Поэтому в большинстве сезонов происходит естественное полегание луковой ботвы и вызревание луковиц надолго не задерживается. В регионах же с более прохладным влажным климатом и для очень поздних сортов лука ускорить вызревание луковиц можно, например, подкапыванием, подрезанием корневой системы. А вот прикатывать ботву, как уже упоминали, нежелательно из-за заболеваний и ухудшения хранения урожая. Кстати, немножко травы есть, сразу попутно пропалываем участок. Ну, травы немного, надо признать так. Похоже, это пекло не нравится в том числе и траве. Да. В этом году да, как-то сорняков маловато, да? Да. Пропалывали вручную, но... Ну да, 2-3 раза. Травы мало было. Да. Кстати, сейчас прям каждый день что-то убираем. Вчера чеснок убирали, позавчера картошку копали. Сегодня вот лук убираем. То есть пора такая уже. Сбор урожая идет сплошной. Собственно говоря, больше всего, конечно, на количество травы повлияли рыхления, которые там в начале в фазе зеленой ниточки были. Ну да. В общем-то, междурядья получается чистые, но то, что в рядах растет, можно просто вручную прибрать. Ну и крупно, если что-то, что не осилила рыхлилка. А потом уже ее мало было. В основном уже в рядах самих. Отправка. Чистенько, аккуратненько получается. Потом на этот участок расплетем. Тыкву и дыню. Оттуда дыня пойдет, отсюда тыква пойдет. Да. Закроем. Повыдергали. Лук вырос. Да. Даже с весенней посадкой неплохой. Ну, осталось лук собрать и отвезти во двор. Сейчас довольно хорошо видно, насколько много еще осталось зеленых листьев. Конечно, ботву пока не обрезаем и вообще стараемся обращаться с ней аккуратно. Потому что весь период предварительного хранения лука под навесом, за время высыхания ботвы, из листьев луковицы все еще идет отток веществ. Так что эта ботва еще даст добавочный урожай. Вот урожай. Наш лучок. Все, поехали. Поехали. Сознательно не оставляем лук просушиваться на грядке, потому что лежащий на земле лук может нагреться до температур приготовления еды. То есть потом его уже хранить будет бесполезно. Все, и раскладываем в тенечек. Под крышу. Под крышу. Заложим сейчас все здесь. Досушиваться, да. выходить. Да. Все, заложили. Слой не слишком толстый. Буквально в 1-2 луковицы, чтобы нормально проветривался. Все. Пускай дозаривается. Отходят остатки веществ из того, что зеленое еще. А зеленое оно вполне такое еще есть, попадается такое.